Волейбольный турнир на Sports Tournament подходит к своей кульминации. Настало время полуфинальных матчей, и эту стадию будет открывать матч московского «Динамо». И соперником нашего клуба в этой стадии станет местный «Баньяс». Та самая команда, которая за день до этого проиграла «Нове». На первый взгляд все выглядит достаточно очевидно, но давайте посмотрим, что же получилось на самом деле. С вас, как обычно, лайк и подписочка, ну а мы начинаем. Если вы ждали, что «Динамо» с первых минут будет доминировать, то спешу вас расстроить. Хорошо, что после стартовых трудностей Максим Сапожков быстро смог найти нужный игровой ритм. И на подаче российского гиганта москвичи достаточно быстро вернули все на круги своя. На помощь местной команде уже пытался прийти судья, но снова эта схема была разрушена при помощи челленджа. А я на какой-то момент даже поверил, что здесь могло бы быть место для интриги, хотя бы в первом сете. Только на деле динамовцы уже успели размяться и, не прикладывая особых усилий, они двигались к победе. И раз уж я заговорил про победу, то Егор Богачев, судя по всему, решил прорекламировать эту авиакомпанию. Форменный разгром в первом сете от российского клуба. То ли еще будет. Каких-то кардинальных изменений за несколько минут после окончания первой партии мы не увидели. Москвичи все так же контролировали ход игры. И в каком-то непринужденном стиле ребята спокойно делали свое дело и при этом не забывали порадовать зрителей у экранов. Антон Семышев и вовсе в этом сете пустился в производство контента, решил упростить работу СММ «Динамо», чтобы было чем наполнить ленту своих сообществ. И я все еще не перестаю удивляться, с какой легкостью Максим Сапожков делает такие страшные вещи. И если бы все-таки я не обещал бы вам делать обзоры на все матчи наших команд, я бы уже и выключил этот поединок. Так, если вы не смотрели этот матч и не видели счет, давайте попробуем угадать, чем завершился этот игровой отрезок. И несмотря на то, что «Динамо» обновила часть состава, это все равно никак не сказалось на общем рисунке игры. Да и Баньяс убрал часть основных исполнителей, чтобы поберечь их силы перед бронзовым финалом. Если смотреть перспективы со стороны данного клуба, то есть шанс, что они смогут набрать очков чуть больше, чем в предыдущем сете. Ну и чтобы вы понимали, Нова могла оказаться сегодня на месте Баньяса, если бы примерно с таким счетом она смогла забрать четвертый сет. Матч был настолько увлекательным, что даже зрители на трибунах начинали засыпать. Ну а здесь легкая победа «Динамо», ждем финальный матч. Чудес не произошло. «Динамо» в эконом-режиме переехала своего соперника при активной ротации состава и будет спокойно готовиться к финальному матчу, а затем к четвертьфинальной серии плей-офф в России. Да и соперник, понимая безнадежность положения, уже после первого сета отправил отдыхать часть основных исполнителей, потому что Баньяс и так играл второй день подряд, а тут еще и нужно играть за бронзу на следующий день. Так что все силы будут брошены на этот матч. Стратегически верное решение. Зато я наконец-то понял, почему на площадке не появилась часть игроков, например, Ярослав Подлесных. Виной тому было волшебное покрытие на игровом корте. Организаторы в Дубае, судя по всему, усвоили, что Террафлекс — это линолеум. Но то, что он должен быть спортивным, судя по всему, нет. Благо, что хоть там не такой линолеум, как в региональных поликлиниках. И еще один плюс от прошедшего дня, так это то, что хоть какой-то из моих прогнозов оправдался. Я предполагал, что в финале сыграют «Динамо» и Гратацалина, и так по итогу и вышло. Дани Доминенко поставил 6 блоков, Найт Лукапора ответил 7 эйсами, но 10-й клуб в Италии оказался в 4 партиях сильнее 9-го клуба. Сегодня пройдет матч за 3-е место между Баньясом и Падуей, а завтра «Динамо» поспорит за золото с Гратацалиной.
Признаю честно, без какого-то сильного желания делаю этот обзор. Ну, раз обещал, что буду держать вас в курсе, то ни в коем случае не могу подвести свою любимую аудиторию. Так что надеюсь на лайк от вас, если вы еще не поставили его в начале видео. Кстати, напишите, когда вы обычно ставите лайки. В начале, в середине или же в конце. Или вообще не ставите. И помогают ли мои напоминания не забыть его поставить. Ну, а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.